Вы слышите? Слышите эту музыку? Уже сегодня Лига Чемпионов возвращаются и грузинские футболисты. И сколько их там будет в этом сезоне? Ну, я делал подробное видео про всех и про все матчи. А давайте разберемся, что ждать на этой неделе. Погнали! Да, друзья, быстро идет время, уже больше месяца я нахожусь в Грузии. И вот и сборные отыграли, и чего мы только с вами не видели. И сегодня стартует Лига Чемпионов УЕФА. Я думаю, это достойно аплодисментов. Не знаю, где вы смотрите, вообще, что вы планируете сегодня смотреть, но превью это нужно досмотреть до конца, потому что куча интриг самых разных. И вы знаете, сколько грузинских футболистов принимает участие в этой Лиге Чемпионов? И сколько может дебютировать? 5 человек может принять участие, и 4 из них дебютируют в этом турнире. Хвича Кварацхелия тот футболист, который уже знает, что это за турнир, он его выигрывал, и об этом мы с вами еще поговорим. Но другие ребята, а именно Георгий Кучурашвили, Жорж Микаутадзе, Георгий Мамардашвили, Георгий Зария, это 4 футболиста, которые могут в турнире дебютировать. И причем первый может уже сделать это сегодня. На мне эта футболочка не случайно, но, к сожалению, не с Лионом будет играть Жорж Микаутадзе в этом турнире. Лион остался там, где он был, в Лиге Европы. Но Жорж... Самый дорогой трансфер Вильярреала, 31 миллион евро, буквально, вот знаете, на флажке, в закрывающееся окно он вылетел и оказался в команде, которая играет в Лиге Чемпионов. Я добавлю, что Жорж уже дебютировал, в общем-то, за свой новый клуб в матче чемпионата Испании, вышел в старте даже под 9 номером, но не все получилось у Вильярреала, проиграли на выезде Атлетико Мадрид, и такое бывает, но теперь другой турнир, Лига Чемпионов. И знаете, я даже перед тем, как записывать это видео, задумался, а как это так, неужели Жорж ни разу не играл в Лиге Чемпионов? И оказалось, правда, он в этом турнире не играл, но было... Много матчей в Лиге Европы, потрясающий прошлый сезон, там 11 игр, 4+5, результативность очень круто. Вы наверняка помните матч против Манчестер Юнайтед. Ну, там, кстати, Жорж себя не особо проявил, но в других играх Лиги Европы очень даже проявил. Итак, вторник, 23:00 по Тбилиси, Тоттенхэм против Вильярреала. Возможно, дебют Жоржа Микаутадзе в этом турнире. И посмотрите, как сейчас выглядит сводная таблица всех грузинских футболистов. Всего на данный момент 27 человек играло в Лиге Чемпионов. Еще 2 были в заявке, но они просто так тихонечко посидели на скамеечке и на поле даже не выходили. Поэтому давайте не будем их считать, при всем уважении, но 27 футболистов есть. Я сказал про 31 миллион евро, за которые покупали Жоржа Микаутадзе. Но, знаете, хотелось бы вспомнить немного про клуб и про тренера. Вот клуб, вы помните, когда Вильярреал в последний раз играл в Лиге Чемпионов? Я сразу так не вспомнил, событий много, знаете, все забывается, стирается. А это был сезон 2021-2022. И знаете, докуда дошла команда? Ну, конечно, это был Унай Эмери и все такое, но команда дошла до полуфинала. Они выкинули Баварию, они выкинули Ювентус. И Ливерпуль были готовы выкинуть, но там немножечко не хватило. В полуфинале вылетели, потом решили, а ну вас к черту, мы вообще в этом турнире играть не будем. Вот этот так называемый бойкот продолжался 4 года. И вот команда вернулась, но уже совсем другая и с другим тренером. Что касается тренера, Марселино, испанец, кто такой? Он играл с Валенсией в группе Лиги Чемпионов, к сожалению, тогда, когда еще не было Георгия Мамардашвили, про него, кстати, мы еще отдельно поговорим. У него богатый опыт выступления в Лиге Европы, он играл немножечко и в Лиге Чемпионов, вот тот самый поход с Валенсией, 8 очков набрали, Ман Юнайтед обыграли, хотя кто сейчас не обыгрывал Ман Юнайтед, фанаты МЮ, сори. Что еще интересного, с Марселем пытался он выйти в групповой этап, не получилось, проиграли в квалификации, и вот сейчас уже, ну не попытка, уже команда в группе, команда попала в группу напрямую, и теперь будет биться за выход из этой группы, хотя, знаете, тут уже не группа, а непонятно что, вы знаете, 36 команд, 8 выходят в следующий раунд, 9-24 играют еще один раунд, ну, короче, не разбирайтесь, до этого еще долго, пока первый тур. Ну и что касается опыта Жоржа, я сказал про Евро, сказал про Лигу Европы, но мы не будем забывать и про чемпионат Европы, где у Жоржа были потрясающие показатели. По итогам 4 матчей у него было 3+1, и вообще он был одним из лучших бомбардиров того турнира. Ну и, собственно, мне кажется, такой уже большой взлет Жоржа начался сразу после чемпионата Европы.
и Леонова взял, и теперь мы видим, куда он добрался. Знаете, нравится мне на SofaScore, это не партнер видео, но тем не менее смотреть вот перемещение игроков и вообще, что происходит с футболистами по ходу матча. И вот есть тепловые карты. И вот давайте посмотрим, как Жорж действовал в своем последнем матче в Лионе, в матчах в составе сборной Грузии и в дебютной игре против Атлетика в чемпионате Испании. Видите, что очень много движения, не так много касаний мяча, в принципе, во всех матчах. Но есть ощущение, что вот в Вильярреале, понятно, это Атлетико Мадрид, это выездная игра, там очень сильное сопротивление со стороны соперника. Но ощущение, как будто вот в Вильярреале он еще не нашел свою позицию. И я смотрел эту игру мельком, так скажем. Было много эпизодов, много моментов, но Жоржу почему-то упорно не давали мяч. Вот знаете, как будто не замечали его в этой схеме. Ну, наверное, надо сыграться. Я не знаю, сколько он там тренировок провел в составе Вильярреала. Может быть, 2, может быть, 3, может быть, 4. Не знаю, но ощущение, что его пока в этой схеме не видят. Надеюсь, что он будет больше играть. Надеюсь, что сегодня он будет в старте, и это будет способствовать его прогрессу и адаптации коллектива. Определенно что-то позицию нападающего занял, хотя, ну, посмотрев на состав Вильярреала, сложно сказать, что вот он у них прям какой-то звездный, и он что-то место занял. Здесь с этим сложно согласиться. Ну и что касается Тоттенхэма, я не знаю, смотрели ли вы матч этой команды, ну, как минимум, мне вспоминается финал Суперкубка, тот самый против Пари Сен-Жермен, когда Тоттенхэм, в общем-то, по рукам и ногам связал Пари Сен-Жермен и заслуженно выигрывал 2-0. ПСЖ был ни о чем, и не только Хвичи, но вообще вся команда. Пропустили 2 мяча, но потом пошли замены, свеженькие игроки вышли, 2-2 отыгрались, по пенальти выиграли. Но, знаете, Томас Франк сделал выводы из той игры, и в будущем 4 матча команда в АПЛ провела, всего 1 пропущенный мяч, 3 победы, 3 сухих победы. И причем обыграли, вот, например, Ман-Сити, на выезде сейчас Вестхэм обыграли. Ну, Вестхэм сейчас что-то вроде Ман-Юнайтед, его обыгрывают все, кому не лень, поэтому здесь, наверное, удивляться не стоит. И тем не менее, для Вильярреала, такой, знаете, команды вот именно этой формации, вот этого состава новенькой в Лиге Чемпионов, я думаю, соперник очень непростой, и для Жоржа Микаутадзе тем более. Команда не пропускает, команда хорошо атакует, команда дисциплинирована и будет играть еще на своем поле. В общем, не знаю, что ждать от этого матча. Такое ощущение, что голов много ждать не стоит, хотя Лига Чемпионов нас часто одаривает, удивляет. Поэтому давайте просто будем смотреть хороший футбол. Идем дальше. Давайте посмотрим на все матчи игрового дня. Сегодня Атлетик Бильбао Арсенал, ПСВ Юнион, Бенфика Карабах, Ювентус Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид Олимпик Марсель. Вот эти игры, я не знаю, что вы будете смотреть, я лично хочу больше всего посмотреть на Жоржа Микаутадзе, я надеюсь, что он будет в старте, конечно, будем следить за обновлениями, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк этому видео, я буду следить за всеми матчами Лиги Чемпионов и, возможно, даже проведем стрим в четверг, потому что там теоретически могут сойтись сразу 2 грузинских футболиста, в среду играет Хвича, в среду играет Ливерпуль, Мамардашвили. Не уверен я, что увидим мы опять Мамардашвили, очень низкая вероятность, но тем не менее за Ливерпулем всегда приятно следить. Ну а в четверг Георгий Кучарашвили, еще один дебют в составе Спортинга и команда Кайрат из Казахстана. Вы прекрасно знаете эту команду. За нее выступает Георгий Зария. Но его даже в заявке не было на прошлом матче чемпионата Казахстана, поэтому у меня большие сомнения, что он даже полетит в Лиссабон, чтобы встретиться со своим другом по сборной. Я напомню, кстати, что Георгий Зария тоже выступал за сборную Грузии в марте, но вот из-за травм сейчас он из состава выпал. Слушайте, ну у меня есть еще очень много что сказать про матч Хвичи, про ПСЖ, про состояние Квары. И особенно интересно про противостояние Хвичи и Ивана Юрича, который, знаете, тренера, у которого фамилия больше на отчество похожа, но нет, он хорват, и это действительно его фамилия. Я решил, что давайте я об этом расскажу уже в отдельном видео, и мы там это все разберем максимально подробно, потому что, ну, получается, что в принципе, каждый день у нас есть матчи грузинских футболистов, будет о чем поговорить. И давайте вот так вот в режиме ежедневных обзоров я буду вам рассказывать итоги предыдущего дня и будем закидывать мостик в день следующий. Сегодня ждем Жоржа, матч в Лондоне будет интересный.
До новых встреч, друзья, и нахвамдис.